Да, быть одаренным человеком — это любое дело, за которое бы вы ни взялись, у вас будет получаться с успехом. То есть начнете рисовать не умеете, нарисуйте красивую картину. Знаете, почему люди не могут научиться рисовать? Человек не может научиться рисовать, потому что он хочет рисовать так, как кто-то это уже умеет делать. А если вы будете хотеть делать так, как кто-то умеет делать, то вы 100% ничего не сделаете, так как вы не можете быть тем человеком, который умел это делать. Таким образом, не старайтесь писать как кто-то, не старайтесь рисовать как кто-то и не будьте кем-то. Будьте собой, старайтесь рисовать как вы хотите, старайтесь писать так, как вы хотите, понятно? И будьте собой прежде всего. То же самое и в нашей жизни. Люди хотят быть такими же счастливыми, как кто-то. Это неправильно. Нужно быть счастливым, как сам этого хочешь. Потому что быть счастливым как кто-то невозможно. Нужно быть счастливым самостоятельно. Вы представляете, это в большинстве своем ошибка многих обывателей, те, которые живут обыкновенной жизнью. Не нужно рисовать, как кто-то это делает хорошо. Нужно рисовать, как ты это умеешь. И это и будет называться твоим творчеством. Видели Пикассо, картина, которая стоит 38 миллионов долларов? Там же ничего не нарисовано, но зато там нарисовано, наверное, чувство этого человека, и он, наверное, постарался быть не тем человеком, который умеет рисовать, а быть самим собой. Правильно? И что там в этой картине находят? Наверное, находят у него в творчестве возможность увидеть человека, персонификацию себя особенного. Понимаете? Когда вы начнете рисовать, не стесняйтесь, ведь когда вы начинаете спать с кем-то там, или заниматься любовью, то у вас нету такого, что я хочу этим заниматься как кто-то. Или когда вы кушаете, вы же не хотите кушать как кто-то. Правильно? Главное, кушать как кто-то не хотите. Ходить в туалет как кто-то не хотите. Сексом заниматься с кем-то как кто-то не хотите. Но зато хотите жить как кто-то. Видите, это такие основные ошибки, которые есть у человека. Человек должен жить как сам хочет. Рисовать как самому получается. Музыку писать как самому удастся. Быть собой и быть естественным. Поэтому мой вам совет. Никогда в жизни не одевайте чужих масок и не берите с людей, не старайтесь быть как какой-то человек. Будьте какой вы. Тогда это гораздо приятнее. Таким образом и легче живется. В свое время я очень страдал, если выходил на улицу неопрятный. И в свое время начал думать, зачем я так страдаю? Какая мне разница вообще? Опрятный, неопрятный, я буду себя принимать такой, какой я есть. И после этого начал выходить, там, зубы почистил, спортивные штаны одел позавчерашние, вышел на улицу без заморачивания своей головы. Почему? Если встреч нет, тогда зачем все это? Почему? Потому что раньше я думал, что я должен соответствовать образу, который требует от меня окружающий социум. Сейчас я хочу соответствовать своим внутренним чувствам, а не образом, который требует от меня социум. Почему? Я играю в такую игру для себя, при которой я абсолютно тот, кем я вижу в середине себя, а не тот, кого хотят видеть во мне окружающие люди. То есть я живу в абсолютно чистой чувственной среде по отношению к себе и по отношению к окружающим людям. Да, но это очень удобно, потому что эзотерика очень любит жить без обмана, то есть там, где обмана нет, особенно чувственного. Поэтому, когда вы кушаете, вы хотите кушать сами, а когда хотите прожить жизнь, то хотите прожить жизнь ее, как прожил кто-то. Нет, не надо, живите так, как вы хотите ее сами прожить. Это ваша судьба, и она по-настоящему прекрасна, если в ней есть восторг и радость. Понятно?